Мы идем первый раз тут к гинекологу на УЗИ. И вообще тут же надо термины брать. У нас, по сути, есть страховка. Зайдем, попробуем взять необходимую бумажку. Записались на прием к врачу на завтра. Все, мы вышли от гинеколога. Только что нам дали результат. Как-то вот так. Это наш ребенок. Ждем малыша, нашего малыша. Мы уже можем, ура, порадоваться. Ну, фотосессия, деточкам делать, ура! У нас сегодня очень ответственный день. Мы идем первый раз тут к гинекологу на УЗИ. Узнавать, все ли правда, все ли там есть. Правда, не волнуйся, Малюсик все наш. правда. Все правда. Идем проверяться в гинекологическую контору. Ну, в общем, в больницу так называемую. Переживаем. Я, если честно, вообще не переживаю. Я, если честно, очень уверен, что у нас все хорошо. Просто такой пунктик, галочку надо поставить, что мы прошли обследование. И все. Судя по всем тестам и судя по задержке, конечно, малюсечка уже там сидит. Но я уже такую кофту одела свою любимую. Видишь, почему я купила такой оверсайз? Excel. Надо было. 3XL, да-да-да. Надо было. Все, ребятки, мы нашли эту клинику. Я не знаю. Доктор Мэтт Гаврилюк. Надеюсь, нам все повезет. Мы сейчас сразу попадем. И вообще тут же надо термины брать. Но я взяла с собой кучу тестов и будем просить, что возьмите нас сейчас, возьмите нас сейчас. Нам надо срочно узнать. Да, тут нужно встать в очередь, как сказала моя Танечка, наверх. Наверх. Но мы будем пробовать без очереди, так как У нас уже важная беременны. причина. Срочно. The next appointment, tomorrow 15:15. Тут я волновалась и доволновалась. То, что у нас есть, это не страховка, это Просто первый бумажка. шаг страховки, да, Да. просто бумажка. А у нас была информация, что это страховка. Что мы уже по этой бумажке можем приходить в любую клинику. Я сейчас еще разочек посмотрю. Постой, не беги, не убегай. Ты успеешь. Куда ты хочешь? Я не знаю, я что-то так перенервничала. Я уже настроилась, так хотела посмотреть сюда, что там, кто там живет уже в этом домике маленьком. Ладно, нас сейчас отправили, получается, в нашу страховую компанию разобраться. Клеить фотографию и там еще что-то. Они сказали, что дали пластиковую карту. Тут эта пластиковая карта сейчас только 2 месяца будет делаться. Вот так вот, стоя на подоконнике, мой муженька сейчас все сделает на месте. Просто не волнуйся, ваш Там вводит какие-то данные, что-то там делает, туда-сюда. У нас, по сути, есть страховка. Только нужно добавить туда фотографию. И фотографию добавить можно онлайн. Я сейчас этим занимаюсь и покажу ей, что у нас есть уже страховка готовая. И все, в принципе, больше ничего не надо. Давай, какой ты у меня умничка, ты знаешь это? Ну, я сейчас попробую все это делать по логике. Это все можно спокойно сделать тут онлайн. Запись ты не нажала. Запись нажать. Да. Все, вот и сделали фотографию. Это так быстро, да? Да. Какой ты мне молодец, да? Я Создать новое изображение, восхищаюсь. отправить фотографию. Это нужно просто вышли из дверей клиники. показать. И онлайн мой Показать муженька все оригинал. делает. Ставим лайк, кто переживает за нас и кто хочет, чтобы мы сегодня попали в клинику на УЗИ. Я хочу тебе не мешать. Отправить фотографию, создать новое изображение. Я хочу новую, Давай, потому что там некрасиво получилось. Стой там же. давай. Стой там же. Убери. Так, смотри прямо. Вот это уже мне больше нравится. Hello, one more time. I make it for online. This is right? I make photo and I do this. I can do. Yeah, it's okay. But we need a card or Numbers. with also Behandlungsplan. Пойдем, что делать? Окей. Dankeschön. Окей, dankeschön. Все равно, хотят Стой и они. говори.
Они хотят физическую карту пластиковую, да? Или вот эту? Она мне сказала, план лечения нужно какой-то Да. от ИКК, а план лечения, я не понимаю, какой план лечения. Ну, это я в так общем, думаю. им нужно, она показала, как вот в бывшей страховке, какие-то Наши. цифры. Да, но такой бумажки у нас пока что нету. Ладно, Пойдем сейчас в страховую Пушкин, тогда. и там уже решим вопрос на месте. Мы уже дошли до страховой компании. Сейчас зайдем, попробуем взять необходимую бумажку. Ну, это цифры какие-то, подтверждающие, что Танюша там зарегистрирована. Вот отсюда вход. И надеюсь успеть сегодня ее Еще и попасть к гинекологу. врачу, да? Да. Давай, малышка, пошли. Зустріч і як там написано? А? Зустріч на українському язикі написано. Ура! Тогда давай вперед, сама решай вопрос. Победяна. Тут все как-то виртуально уже в новом мире, как работает, так же работает. Можно перевести на украинский, английский и Немецкий. немецкий. Взяли очередь, ждем, пока нас сейчас придут, вызовут, что-то скажут и поймем, что дальше Очень делать. классно, видите, как они заботятся все-таки про украинцев, потому что везде на украинском языке. Ты почему так тихо говоришь? Я не знаю, я скромная Садись. сегодня. Скромная моя. Села. Отдыхай. Да я не устала еще. Пришли к страховому агентству. Делаем страховку Танюшки. В страховой компании сделали бумажку, взяли бумажку, которую нужно. Пластиковая карта будет на следующей неделе. Сейчас, если поспешим, то, может быть, успеем в больницу. У нас 30 минут времени, а больница работает до 12. Да, вот это я хотела сказать, что потому что... Ой, что-то нажать. Как выйти? На себя, на себя. Точно. Молодец, все. Не ломайте дверь. В Германии работают клиники, вот это частные клиники, до 12 часов. Представьте. Ай, что ты увидел. Ладно, пошли, так надо перейти быстро. Давай потопать. так нам быстрее. Да, точно. да, дорогая, да. Да, ура, я так хочу успеть. Так, мы успели в больницу, но сегодня попасть к врачу не получится, потому что все занято и уже время поджимает. Завтра придем Да, нам дают термин на завтра. и завтра посмотрим, что с моей женушкой. В итоге записались на завтра, на сегодня уже не успели. Давай выйдем на улицу. Хочет возле велосипеда встать? Так, хорошо, хочешь стоять, стой. Записались на прием к врачу на завтра в 15:15. Сегодня не успели. Но несмотря на наши вот эти косяки, у нас там не было каких-то цифр. Мы зашли в страховую, вернулись обратно. Радует только один фактор в данном случае, то, что город маленький. Мы быстренько там прошлись до одной точки, вернулись сюда. Если бы это был какой-то большой город, то мы бы не успели пойти к страховому, дождаться своей очереди, взять нужную бумагу, вернуться сюда и показать. Ну, плюсы маленького города, так скажем. Ребята, я вам хочу сказать, что мы уже ждем, не дождемся завтра. Вы не представляете, как мы ждали этого ребеночка. Если он там есть, а он там Он там есть. есть, не надо мне, если тут Не рассказывать. надо бежать, стой, когда я говорю, стой, Ну, это стой, стой. Все, ладно, Всё. я все. Сутки прошли, мы пришли опять к врачу, все нормально, нас сейчас должны принять. Мы заполнили анкету, спрашивали, это чудо наш ребенок. Или нет? А мы сказали, конечно же, если она пожелает, станет нашим. Это, конечно, шутка, нет, это дочка нашей подружки, ей подарили конфеты. Ну, мы отжали у нее конфеты. Ура, конфеты есть. Нет, если будешь себя хорошо вести, может быть. Ладно, все, ждем. Когда Танюшка уйдет, мы об этом с тобой поговорим с глазу на глаз. Ты тоже идешь со мной? Да. Ты идешь А со мной, ты скорее всего. А ты посидишь здесь. Мы вышли от гинеколога, только что нам дали результат, и результат у нас следующий. Конечно же, мы не ожидали вот такого результата. Это было что-то необычное, неповторимое, но как-то вот так. Это наш ребенок. Поздравляйте нас, мы поздравляем друг друга. Мы
Очень долго этого момента ждали, и сейчас уже не верится. Мы сейчас стоим, трусимся и думаем, что делать дальше. Вообще не понимаем, что происходит, если честно. Классно, очень классно. Что, давай, радость моя. Ничего не могу сейчас говорить. Ничего не можешь говорить? Я тоже не могу говорить. Радость просто, и все, больше нет других слов. Чувствую большую радость. Мы благодарны Всевышнему, что у нас все-таки это получилось. Да, спасибо, Боженька. Ура! Как вы уже поняли, мы все ждем малыша, нашего малыша. Мы уже можем, ура, порадоваться. Это случилось, это по-настоящему, это все. Уже не избежать этого. Это Да. все будет. Так что поздравляю тебя, мой малыш. Привет, мой малыш, привет. А Копчик уже там с ним говорит. Если честно, даже до УЗИ... Секундочку. Нам гинеколог подарил подарки. Я принесу подарки, а ты говори с ними, хорошо? Да. Если честно, еще до УЗИ я была полностью уверена, что я беременна. Один тест, конечно, к сожалению, нам показал, что нет. У меня такое было расстройство, какая-то паника там и слезы, но потом все тесты показывали, что да. В общем, я была сразу уверена, что малыш внутри есть. Я тоже уверен. Привет, тоже, малыш, да. малыш, привет, малыш, привет. И Не даже- знаю, ты там мальчик или девочка, но уже привет. Привет. И даже когда какие-то вот эти тесты подводили и какие-то закрадывались сомнения, а коп приходил и говорит, нет, он там есть, я точно знаю, я точно чувствую. А еще, чтобы вы понимали, ни животика, ничего, никаких особо там Признаков не было. Да, признаков, ничего такого не было. Так, Давай, ты хочешь в распаковку? гинекологии нам дали какой-то журнал, сказали, почитайте этот журнал. Это очень важная информация о процессе беременности. Мы потом почитаем, скажем. И еще дали вот этот набор всякой всячины. Красивый такой. Такой красивый, да? Да, со слоником. Слоник там будет, да, у нас? А знаешь, что мне это напоминает? Такой мультик Про слоника? про слоника. Какой? Ой, не про слоника. А В какой? общем, там песенка такая, что не могут детки быть без родителей никогда. Это что за мультик Ну такой? такой советский мультик, такой хороший. помню. Я так плакала под него всегда. Плакала такими Ну давай, не слезами. оплачь, хорошо? Да, Не оплачь. просто напомнил. Приветики, подарки. Да, какие-то Я щас подарки, уже тоже какая-то буду плакать. информация. Я просто очень радуюсь. О, нам дали соски или там какой-то стопроцентный... А, тут информация, как нужно соску давать ребенку. Или какую надо давать. Какую надо давать. Вот эту нельзя, вот эту можно. Говорит, нам дали соску, поняли? Берет эту бумажку и говорит, ой, какое все милое, такое Ну, классное. тоже какие-то... Описание? Alles Gute. Все хорошо, все хорошо. Все хорошо, такая, типа, заметочка, где-то повесить. На это все нужно через переводчик посмотреть. Это Да, всякие надо. купоны, я понимаю, информация. Да ты шо? Разные. О, скидки, Зая, Купоны, как скидки. я люблю купоны. Вот, welcome, это я понимаю, там с ребенком, привет, ребенок говорят. Привет, ребенок! Ой, ты посмотрите, уже такие этот масюники нарисованы нам. Ну, тоже это купон, я так понимаю, в магазин какой-то, Ага. знакомый тебе. Это в ДМе что-то можно купить. ДМ. Ну, тоже, вот видишь, QR-коды какие-то, однозначно, это все. Ну, как бы и рекламка, и... Уф, это так качать пресс. Как пресс? Как думаете, это как качать пресс? Наверное, упражнение для мышц живота. Ладно, потом переводчиком Может. сделаем, поймем. Мы сейчас просто сами после всего, что мы пережили, эмоции накрывают. И взяли и хотим с вами посмотреть хотя бы картинки, что нам дали. Книжка про ребенка. Что же с бэбиком таким? Тю-тю-тю, мою Лёси. Ой, тут большой журнал. Ну журналы потом, ладно, что там? А что ты хочешь быстро? А там еще что-то Тут есть. смотри, я же тут
Тут все есть, надо А тебе толку мы ничего прочитать. не понимаем. Как не понимаешь? Да? Вот. Я на своих языках никогда не читаю журнал. Я картинки посмотрела, Ну вот всё. картинки хочу посмотреть. Можно? А ты на немецком мне даешь. Просто не терпешь. Просто не терпешь. Смотрите, все берет, откладывает себе. Все берет, откладывает Потому себе. что я буду там пересматривать. Ой, коляски какие классные. А ты говорила, нельзя, не надо журналы. Ладно, Нам еще ладно. коляска нужна. Кстати, Коляски тоже по 1300 евро. Зая, ничего не будет. Я про это вообще боюсь даже думать. Про эти все. Hand in hand. Но это ничего, вы не подумайте, наоборот, пусть, я хочу эти делать покупки, это все искать, это покупать для этого Масика, Мусика, Пусика. Готова интересным штучкам? Давай, что там? Продолжай. Подожди секунду. В общем, пока что в Германии из подаренного у нас стопка разной макулатуры, можно так сказать. Мукулатура? Макулатура, это так называется. Или макулатура? Может, макулатура. О, Напишите, пожалуйста, женщины, мамы, которые рожали в других странах, напишите, в какой стране что вам давали. Вам тоже давали такую стопку журналов или какие-то другие там Подарки. презентики? Да. Хороший. Типа Тюня, Масюня такой Это сладкий. тоже хороший такой. Да, они везде такие, ой. А мы сейчас ходим, те с коляской, и мы так заглядываем с окопом, а там такие ножки, такие торчат эти маленькие ножички. И Да мы бывает, всегда заглядывали, что Мы правда, всегда то правда. Всегда заглядывали, заглядывали, да. а когда сейчас уже узнали, и вот этот маленький промежуток от больницы до дома, мы уже там искали, смотрели на них, Да, не да, искали, да. видели их, и такие... мне так хочется потрогать, залезть туда, в эту коляску. Я понимаю, что нельзя, это чужие детки. Но эти носки, они вот такие, понимаете, этими пальчиками О, там тут делают. наклейки какие-то. Ой, это что? Это наклейка. А это не наклейка, это обложка. А, на что? Обложка на паспорт ребенка или на твой. Да ты что? Да. Ну Тут да. такие классные штучки есть. Да, это обложка, класс. Это какой-то пакетик. Так, Пакетик. Не знаю, что за пакетик, но пакетик подожди, стерильный. стерильный пакет. Подожди, мне нужно посмотреть. Подожди. А может там... А не, в нем еще пакетики. Пакеты в пакетах, короче. А тут тоже еще один пакетик для пакетиков. Кто знает, Так, что это? что это? Напишите в комментариях. Это непонятно тоже. Вообще мы ничего не знаем, мы такие дундуки, Шампунь. конечно. Bed and шампунь. Наверное, bed масло. Нет, Ну, походу, бед масло для тела и по-английски шампунь. Кровать. Я самое классное в конце достану. Это какие-то маленькие штучки. Это что, для малятка уже или что? Ну да. Это же рано еще. Ну что, ты себе хочешь все, да? Тоже можно уже так на меня, да? На тебе крем какой-то. Так, крем, ребята. О, тут Крем для животика, наверное. витамины какие-то. Хотя... Вот тут тебе витамины О, дали. витамины, да ты что? Может, не витамины, надо через переводчик. Где твой телефон? Давай переведем вот здесь, сразу, чтобы хоть понимать. Наталбен Глюк. Перевела. Нет, на самом деле у нас есть люди, которые живут давным-давно в Германии, владеют языком и спокойно напишут. Что напишут? Ну, переведут и напишут, что это и для чего это. А мы это не можем? Ну, мы можем перевести, но мы же не будем понимать, что это. Почему? Мы дундук? Дундуки мы, конечно. Почему? Тут же все будет написано, Зая. Вот, например, Натальбен. Натальбен, счастье, 6 Перевел. капсул Молодец. с фиолетовой кислотой. Фолиевый орал. Фолиевая кислота, я всегда читаю фиолетовая кислота. Не могу с него. Или другими... Папулик, ты что? Я ждал этого момента, пока она себя сделает больно и успокоится. Когда она лезет целоваться, обниматься, дергать, вот это счастье, Сюда бровку. лучше не двигаться, а то я буду виноватым. В общем и целом, таблетка. Подожди, мы ничего так и не прочитали. Ну что? фолиевые витаминки. Я не знаю, подарки нарисованы. А внутри еще что-то.
Сразу открывать, ну ты тоже. Не терпешь просто. Дай мне кофе, пожалуйста. Для еще большего количества момента счастья. Полезно ребенку здесь. Это для ребенка. Открыть? Конечно, открыть. Открыть, а как же? Подарков сколько? Да ты что? И это только первое посещение гинеколога, ты понимаешь? А ты думаешь, что каждое будут давать? Да. Это, наверное, масло. Это, Так. наверное, шампунь. Это тоже, Baby наверное, масло. love. Вместе поставим? Да, да, Вот да, такие да. подарочки Ой, маленькие. так это мило, так классно, слушайте. Вот это я буду уже мазаться все. Это для ребенка. Тазаня, еще столько времени, уже срок годности выйдет. Ладно, ну для ребенка, потом почитаем. Мы же просто не Сосочку, знаем. смотри, дали. Кто? Бутылочку. Ара, покажи. Бутылочка, там внутри соска. Муся моя такая сладкая. Погоди. Ой, ты моя прелесть. Вы посмотрите на это только. Друзья, это, конечно же, всегда у нас было перед глазами, но мы не пользовались. И сейчас, когда это трогаем и понимаем, это нашего ребенка, это такое просто эмоции, такое счастье. Милость, я сейчас уже буду от этих сосок плакать. Не плачь, это же радость. Это я так радуюсь. Я когда плачу, И это не я все. радуюсь. Самое классное, вот я давно увидел, вот это. Ара, Носочки. боже, это что за счастье? Я люблю маму, я люблю папу. Класс! Ребята, это вы просто это видели. Пожалуйста, срочно ставьте лайк и пишите просто что-то насчет этих носочков, потому что это я не знаю, просто какой-то непередаваемый. Ну что, мамуля? Ты мамуля. Ты папуля. Да, эти носочки, конечно же, чудесные. Ну и вообще, все классно, все чудесно. Спасибо этой стране, что так относится к беременным девушкам, к беременным женщинам и вообще к беременным всем. И вообще к людям. Да, это такое маленькое отношение, которое, ну, ты чувствуешь счастье, так называемое, ты ощущаешь этот процесс, этот момент, да, это все. момент. В наших странах, ну, как-то, ну, по-другому относятся к всему этому. Ну, беременная, поздравляю, там, до свидания. А тут такое, еще и такое отношение уже к Мы, Танюшке. конечно, не знаем, если честно, как в наших странах. Может быть, тоже ты там приходишь в больницу, тебя, если ты беременна, мы просто... Но я это... никогда не видел, чтобы тебе какие-то подарки дарили. Ну, не тебе, я имею в виду, а вообще... Мне там на моей 15-й беременности, Да нет, понимаете? в больнице я же видел там друзья, жены друзей, что беременели. Никаких там подарков подобных не было. Это... Ну, может, и не было, поэтому я говорю, я не знаю, напишите, друзья, были ли такие какие-то подарочки вот от, не знаю, от клиники, от державы, или как это правильно? Держава? Я не знаю. Ура! Что там, для чего это? Это на фотоальбомы, 20% скидка. Какая фотоальбомка? Ну, фотосессия деточкам делать, ура! Мелким? Малисиком, да. Совсем новорожденным? Да, какие... Ой, смотри, даже такие вот эти фоточки распечатывают и делают. Ой. Что ты хочешь сейчас делать? Я хотел, знаешь, что типа моя Ворика, вот моя маленькая там чудо, уже можно говорить Ворику там. Ты уже всем признался, что ворики, да? Это уже пропало, да? То, что было внутри, уже непонятно какое было. Нет, ты же всю эту коробочку выкинуть. Почему? Надо отсканировать, понять там, что... Солнце, там была шампунька и вот эти love. Baby love. Вот Не эти эти три? Эти 3. Или 4? 3, без этой. Вот так было. Вот так? Да. Может быть там... Да я использую его все сейчас быстро. Что ты переживаешь? Я тебе не дам, понимаешь, не- пользоваться. У тебя там есть куча чем пользоваться. Ара, тебе что? Ара, ты понимаешь, это ребенка. Мы купим все для ребенка. Купишь, Ты тогда же сейчас сделаешь. серьезно хранить это будешь? Да. Я не могу. А я могу.
Я знаю, где прятать, чтобы ты не достигла этого всего. А если честно, хочу... Просто жена дурак, понимаете, жена дурак. Ара, ты Щас- видел ща- это? Ты щас помнишь ударишься. вообще? Ты видел это? Я видел, я Ты все всё помню, видел? я очень Ара, я как счастлив. вспомню просто, это что вообще происходит с нами? Давайте еще раз вам покажу эту фотографию, это у меня в телефоне. Вот фотография нашего малыша. Малыш, вот тут написано. Покажи, просто покажи. Кто захочет, тот остановит, посмотрит. Так там не будет видно. Ура! Тут где-то сантиметр было написано. А, вот 7 сантиметров. Поверни вот так. Да. 7 сантиметров, Просто наш вы это малыш. видите, вот этот тютюник там сидит такой маленький. Вот это папулик его. Боже, что это? Привет, малыш. Привет, малыш. Туда говорит, понимаете, не сюда, а туда. И туда, и сюда. Ой, вообще, как увидели, это просто. А еще почему ты не говоришь, что ты надеешься, что может быть там 2? Да я надеюсь, что может быть 3. Что может быть, мы, короче, вышли, а врач, он говорит, а врач ничего не сказал, что там 2 или 3 3. или 4. Я говорю, ну вообще-то ты больше понимаешь, ты с ним на английском разговаривал, это тебя надо спросить, что он там сказал. Я вообще ничего не поняла, я на такой какой-то панике, истерике, я там вся испугалась, вспотела, я ничего вообще не понимала, я даже how are you не понимала, понимаете? Ну такую фразу все, наверное, поняли. Друзья, а так я всегда... Начну изначально, я У меня вырос... сейчас ладошки Я мокрые. я вырос один, у меня нету ни брата, ни сестры родной. Двоюродных у меня много. Но всегда, наверное, всем хочется родную сестру или родного брата. Очень, И у меня даже, наверное, с детства это заложилось в голову, чтобы у моих детей там было братья, сестры. И вот эта формулировка «двое пацанов, двое девушек» всегда у меня в голове было. Я хотел всегда 4 ребенка, чтобы у брата был брат и у брата была сестра. И вот, И у сестры была сестра. да, и вот что то же мы самое все- наоборот, чтобы все понаслаждались всем этим явлением. Ой, я никогда этого не думала. У Ну, брата, потому что что был у тебя брат, была сестра. у сестры сестра. Вообще какой ты молодец. Да, у меня была сестра, конечно. Мы были близки и до сих пор. И у меня не было этой пустоты, что не хватает кого-то. У нас все было хорошо. Мы не могу сказать, что мы там хотели братика. Нам все было прекрасно. Мы всю жизнь вместе и до сих пор. Но у меня тоже там, считай, вот Клара, я с ней там дружу, и Ну да, Мадлена. да. Вырос с Выросли ними. вместе. Да, братика у меня не было, по сути. У меня были старшие девушки, сестры. И мы с ними очень близко дружили. Но всегда хотелось от этого, чтобы они Родного. всегда были В рядом. Там одном проснулись, доме, да, заснули и все остальное. Ой, ты знаешь, как могут драться вообще, Да, я делить понимаю. вот это все, внимание делить. Я все понимаю, и ко всему этому готов. Я хочу, чтобы они испытали эту радость, чтобы они почувствовали и понаслаждались всем этим. У меня, да, по сути, было очень такое эгоистичное детство, можно сказать. Я был эгоистом, все мне, все мне, все мне, но я всегда хотел дать своим детям то, чего у меня не было. А вот этот момент, по сути, я могу дать. Угу, братика и сестричка. Готовься. Да я готова. Да? Да, если там 2 или 3, я вообще... Мне, конечно, это максимально страшно, потому что, я честно, я не знаю с одним ребеночком, что делать. Так сложилось, что когда моя сестра рожала всех 3 деток, мы были не в Всех, но Украине. не сразу. Не сразу, конечно. Я была не рядом, и я приезжала, когда они уже все, их можно брать, уже все. А вот пока вот этот такой киндер будет малюсик, я не представляю, что делать. Конечно, нам нужна будет какая-то помощь, Так какого-то что готовьтесь. человека, который воспитал уже детей и понимает, что с ними делать. Хотя я с другой стороны, не очень боюсь, потому что есть окоп, и я уверена, что это будет просто лучший папа в мире, который будет совсем помогать. И даже то, что я буду бояться сделать, он все равно сделает, еще и меня научит.
Но сам факт, что я бы хотела, не потому что там, как некоторые говорят, один раз отстреляться и все, и пусть там уже себе растут эти Как детки. будет, так будет. Не, я к тому, что я бы хотела, если сейчас 3, ты хочешь 4, пусть будет еще 4. Вообще-то мы когда-то с тобой планировали, что мы 5 хотим. Но это ты свои эти желания из детства сказал, 4, да? Да, я бы хотел 4, а так чем больше, тем лучше. Я детей люблю, и сами это видите. Я всегда буду Да, им рад конечно. и счастлив. Я хочу кричать, ура. Кричи. Не кричи, тебе нельзя. Как? Кричать Тут можно? написано «вот и я». Да, кричать можно, нельзя там резко двигаться, ходить, ничего, но я так же нет, а кричать. В уши кричать нельзя. Рудень, Сейчас. Арапапа, ой, Арапапа. Ух ты, 20% скидка написано. На, читай. Знать, чем меня закрыть. Так, мы очень счастливы. Мы очень долго ждали этого момента. Мы очень давно хотели, желали, там, молились, все возможные действия делали, Мечтали мы просто. чтобы достичь вот именно этого момента, дойти до этого момента, вот этого всего испытать. Вы не представляете. Ну, каждого свой путь, и каждый свою дорогу проходит, пока получит вот такую информацию, даже не подарки, а такую информацию, что у тебя там ребенок, и это совсем другое счастье. Наверное, полноценное вот это взрыв будет тогда, когда он появится или она появится на свет. А сейчас мы просто наслаждаемся всякими этими маленькими мелочами, которые нам напоминают, что все-таки у нас будет ребенок. И... А если честно вам сказать, то ну, в душе ты точно знаешь, ты уверена, ты помнишь, но иногда лично я вот просто хожу, когда я себя нормально чувствую, когда у меня там не кружится голова, не тошнит, я просто забываю даже. Ты сегодня узнала точно, что ты беременна. Ну правильно, а до этого ты до просто этого забывала? я все равно знала. Но я все равно Всезнайка. была уверена, Моя понимаешь? всезнайка. Да, ты уверена, ты молодец, ты умничка. А вообще, ребята, еще хочу вам рассказать историю, как это все произошло. Сейчас же можно рассказать? Давай это расскажем отдельное видео, сядем, расскажем, как мы вообще... Все сделали, да? Да, сколько... Как у нас Давайте, чтобы вас не загружать этой всей информацией, на первый раз, я думаю, будет достаточно. Закончим. На следующий раз мы сядем и просто расскажем весь путь от начала до конца, до этого момента, как мы сделали ребенка и как это все получилось. Хорошо? Давайте Согласны? так, да. И, Так пожалуйста, напишите, подтвердите, хотите ли вы такой видос, вот просто, чтобы мы дома сели, это все повспоминали и с вами это обсудили. Хотим. Я уже знаю, что они хотят. Спасибо, друзья, что досмотрели это видео до конца. Спасибо большое этим подаркам, то, что мы получили. Отец! Мат. А вообще спасибо Богу. Лайк, подписка, комментарий. Увидимся на следующих эфирах. Спасибо, друзья. Пока-пока.